Всем привет! На прошлом видео с большой едой вы набрали 200 тысяч лайков, а значит получаете еще одно. Мы опять потратили нереально много сил, поэтому заранее ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Это увеличенное меню Бургер Кинга в 20 раз. Поехали! Отправляемся в магазин за продуктами. Мы купили сыр чеддер, яйца, бекон, индюшиные грудки и целых 5 килограмм говяжьего фарша. Кучу крекеров, потом мы их все равно не использовали, зато хорошо поели. 3 пачки майонеза, масло, пару упаковок угля, мука, кукурузная мука, салат, лук, помидоры, кетчуп и соленые огурцы. Отправляемся на кассу и получаем чек на 2600 гривен. В рублях это 6000. Также еще 1500 гривен потратили в строительном магазине. На всякие краски, клей, пистолеты, канцелярские ножи и картон. В общем, на все про все ушло 9500 рублей. Первое, с чего мы начнем, это коробки. Основная сложность заключается в том, что в моем городе Бургер Кинга нет, и я в нем никогда не был. Поэтому все придется делать по картинкам. Первая коробка будет для Chicken Free. Чертим на листе картона первую трапецию. Вырезаем и переносим ее размеры на следующий лист. Всего нужно 4 трапеции. Вооружаемся клеевым пистолетом и наносим клей на торец. Ну и приклеиваем следующую часть. Все склеив, получаем готовую коробку. Переходим к следующей. Эта коробка будет для ролла с говядиной. И здесь уже от руки нарисовать не получится. Поэтому за роллом поехали в Макдак. Я уверен, что форма коробки одинаковая. Разрезаем ее, замеряем размеры, увеличиваем несколько раз и переносим на картон. Еще пару часов работы и получаем вот такую коробку. Форма очень похожа и так же как оригинал закрывается. В этот день мы не успели сделать больше ничего. На следующий день самая сложная покраска. Сначала с помощью баллончиков сделаем основной фоновый цвет. И для того, чтобы наша коробка также просто открывалась, разрезаем ее на 2 части. Малярным скотчем проходимся в один слой по стыку. Дальше делаем трафареты и переносим их на коробки. Пришло время взять кисточки и гуашь. Через 5 часов мучения получаем вот такие коробки. Судя по картинкам, на оригинал похоже. И теперь мы наконец-то можем готовить. Начнем с бургера под названием беконайзер. Сделаем тесто для булочки. В миску выливаем 300 мл воды и пол-литра молока. Высыпаем 10 грамм дрожжей. Все это перемешиваем и понемногу добавляем муку. Вымешиваем тесто ложкой, а затем руками. Когда оно станет плотным, делаем в нем углубление и добавляем 90 грамм сливочного масла. Хорошо промешиваем в последний раз. Перекладываем на противень, накрываем пленкой и даем полчаса взойти. После чего пленку снимаем. И смешиваем яйцо с небольшим количеством молока. Смазываем булку и посыпаем кунжутом. Отправляем в духовку при 180 градусах. И через 1,5 часа получаем самую красивую булку, которая у меня когда-либо получалась. Следующий этап – это мясо. Берем 5 килограмм фарша. Добавляем соль и хорошо замешиваем. Если хотите, можно добавить и паприки. Теперь из трети этого фарша формируем котлету на пергаментном листе. Таких котлеты нужно 3. 2 на бургер, 1 на ролл. Открываем уголь и высыпаем его в мангал. Туда же бросаем таблетку для розжига. Берем спички и поджигаем. Для ускорения процесса угли можно раздуть. Котлету перекладываем на решетку. Переворачиваем и убираем бумагу. Отправляем все это на мангал. Через 10 минут переворачиваем. Котлета очень сильно ужимается, поэтому делайте ее тоньше и шире. Таким же образом обжариваем еще 2. Следующий этап – это соус. Раздавливаем и нарезаем чеснок. Сыпаем в миску, открываем соленые огурцы, нарезаем мелким кубиком и тоже отправляем туда же. Выдавливаем майонез, и тут оператора порвало. Остается добавить зелень и перемешать. На сайте Бургер Кинга описание очень скудное, поэтому я не уверен, что это именно тот соус. Сыр в пластинках открываем заранее. Также открываем бекон, его нужно обжарить. Так он станет более хрустящим, да и большая часть жира уйдет. Разрезаем булку и можно собирать бургер. Сначала котлета, сыр, еще одна котлета и поверх нее тоже сыр, слой хрустящего бекона, белый соус и кетчуп. Накрываем булкой, все, беконайзер готов. По-моему, это самый красивый большой бургер из всех, которые я готовил. Следующее блюдо – это ролл. Соус для него используется тот же, что и для бургера. Да и мясо тоже уже готово. Поэтому переходим к самому сложному этапу – большая тортилья. Высыпаем немного пшеничной муки и в 3 раза меньше кукурузной. Разрыхлитель и пачка масла. Понемногу добавляем воду и замешиваем. Раскатываем. Лишнее обрезаем. Рубим дрова.
Разводим огонь, поверх ставим железный лист. На вот такую трубу мы накрутили тесто. Переносим и разворачиваем на нагретый лист. Переворачиваем тоже с помощью трубы. Когда тесто готово, накручиваем его еще раз. И стык смачиваем водой, чтобы он прилип. Засовываем лепешку в коробку. И так как дна у нас нету, то положим на низ маленькую лепешку. Чистим и нарезаем лук полукольцами. Соленые огурцы нарезаем шайбами. Говяжью котлету нарезаем полосками. И наконец-то то, что не даст размокнуть тортилье, это очень много листов салата. Всеми этими продуктами наполняем тортилью прямо в коробке. Также периодически поливаем соусами. Когда все заполнено, закрываем коробку. Ролл готов. Осталось последнее, chicken free. Берем 15 кг индюшиных филе. Для того, чтобы они стали более плоскими, придавливаем разделочной доской. Срезаем малое филе, из него получается 2 палки. А чтоб толщина была везде одинаковой, срезаем часть филе. Смотрим, где расходятся мышцы, и прямо в этом месте разрезаем. Ну и пытаемся нарезать ровными брусками. Для панировки сначала хотели использовать измельченные крекеры, но потом передумали и взяли муку. Мясо у нас не соленое, поэтому сделаем соленой панировку. Просто добавив соль и паприку для цвета. А чтобы мука хорошо прилипала, разобьем 10 яиц. Взбиваем их и тоже добавляем соль и паприку. Все готово, можно приступать. Полоску мяса обваливаем в муке. Окунаем в яйце и опять мука. Гастроемкость ставим на огонь и наполняем ее маслом. Разогреваем и отправляем обжаривать нашу индюшатину. Получаем вот такой результат. Под панировкой остаются просто супер сочные куски мяса. Таких палочек у нас получилась целая гора. И есть два варианта. Первый — набросать в коробку и сделать как в жизни. Или второй — поставить второе дно и сделать как в рекламе. Мы выбрали второй, потому что просто красивее. И теперь можно смело сказать, мы увеличили меню Бургер Кинга в 20 раз. Напишите в комментариях, получилось похоже или нет. Пришло время открыть ролл. И он получился не таким красивым, как хотелось бы, потому что эта тортилья супер просто ломается. И когда мы забрасывали продукты, верхняя часть стянулась. Самое вкусное — это индюшиные палочки. На втором месте бургер. Котлеты на углях получаются просто в разы вкуснее, чем на сковородке. Как всегда, вы можете брать эти рецепты и делать все то же самое, только в нормальном размере. Смотрите, формат с большой едой — это самый сложный формат на канале. И дорогой, а про время я вообще молчу, ибо спим мы по 4-5 часов и снова снимать. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите новое видео из этой рубрики, то ставьте лайки. Когда наберем 200 тысяч, мы для вас кое-что сделаем. А вот что это будет, пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал и на Инстаграм. Там выходят истории со съемок. Всем пока!